Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, поскольку давно просили эту тему, хотя я снимала ролики, лекции на эту тему, но у людей были вопросы, которые они хотели лично задать в прямом эфире. Вот по вашим просьбам я сегодня говорю о пантеоне армянских богов. Там не обозначила прямой эфир, потом обозначу, забыла, ничего страшного. На звуки определенные не обращайте внимания, это у нас алкаши наверху там вспомнили свадьбу своей бабушки, решили отметить на ночь глядя 1:30. Сегодня вроде бы старый Новый год, господи, новый Новый год, старый Новый год, Рождество, День взятия Бастилии и так далее. Ну, в общем, у нас много праздников, чтобы испортить людям жизнь. Итак, поскольку время ночное, я специально выбираю такое время, чтобы народу было мало, чтобы были более-менее адекватная публика, чтобы не мешали мне вести мои лекции. Ой, прям хочется подняться на вот этажом выше и эту лезгинку им просто в глотку засунуть. Реально. Решили посреди ночи лезгинку танцевать. Ай, ну это ладно. Культуры, когда нет у людей, что сделать? Пусек. Не, они далеко не, не с Кавказа. Ну, любят люди лезгинку, особенно час ночи. Итак, перед вами пантеон армянских богов, точнее, копия реконструкции, которая находится в данный момент на территории Турции, а именно некогда Западной Армении, которая была под, скажем, под предводительством Османской империи. Пусек, иди ложись туда. Гора Немрут, который называют армянским Олимпом. Вот, да, видимо, я должна была отметить, что это прямой эфир. Не отметила, дайте-ка отмечу одну секунду. Итак, гора Немрут – это армянский Олимп. В легендах так называется. Сейчас отмечу секунду и продолжим с вами. Видимо, нужно отметить, чтобы люди знали, что да как, да? Где у нас тут настройки? Иди сюда, пусть. Вот я пока не напишу, где ж я находила. Мне еще искать нужно. Сейчас, секунду, дорогие друзья. Да что ж такое? Панель управления, наверное. Скорее всего, да? Добрый вечер. Да, сейчас вот найду. Угу. Пантеон армянских богов. Ну, сейчас отмечу, что это прямой эфир, иначе люди, пока не прочитают, не поймут. Значит, прямой эфир. Ну, все, теперь можем спокойно начать. Так, да, все нормально. Итак, гора Немрут – это место поклонения армянским богам. Называли греки армянский пантеон. Хотя гора Немрут, именно, ну, как бы пантеон армянских богов возник намного раньше, чем пантеон греческих богов. Не поклонная гора, а пантеон как таковой. И считалось, что они живут на горе Немрут. Но потом эти статуи воздвиг в свое время один из армянских царей для поклонения богам Армении. Для начала я вас ознакомлю с главными божествами, которых вы видите. Хотя Армения первая в мире приняла христианство в 301 году, но невзирая ни на что, языческие имена остались до сих пор, и они в моде, и они не теряют своей актуальности. Ваага, Настрик, Анаит,
Ванатур, много. Их не перечислить. В общем, имена языческих богов, героев, местностей поклонения, такие как Ван Васпуракан и так далее. Это все осталось в нашей генетической памяти. Значит, жертвенник армянских богов, который сделали по моему заказу, камень приспособлен, очень похож на тот камень, из которого сделан, то есть сооружены эти огромные истуканы. Они сейчас находятся на территории Турции, уже говорила, и по всемирной истории показывается, как головы неких существ, чудовищ и так далее. Но многие историки продажные, они избегают тему, да, и всего того, что произошло, и не хотят как бы затрагивать это все. Ну вот принято считать, что огромные каменные истуканы, их головы, которые с собой представляют историческую ценность, историческое место. Здесь кувшин, армянский кувшин, который называется карас, и там вино стоит. Обычно я ставлю вино богам, а именно верховному богу. Ара или Арамаст. Отец всех богов. Вообще в переводе отец Ариев так переводится. Иногда ставлю камни, чтобы набирались сил, зажигаю благовоние и так далее. Это именно, скажем так, жертвенник армянских богов. И я уверена, что ни у кого из армян такого нету. Хотя нас по миру неофициально 12 миллионов, а еще более неофициально, еще больше, которые скрытые армяне живут на территории Турции, Ирака и так далее. То есть армяне, которые не разглашают свою национальность. Ну, может, у кого-то есть, но я не видела. Я вот, сколько я не смотрела, я хотела вот заказать из Армении. К сожалению, там мало кто считает нужным изображать статуи богов, а вообще зря. Потому что, когда едут люди в Грецию, их первая мысль купить именно и приобрести там статую греческих богов. Греческие боги как тогда приносили прибыль Греции, так и сейчас приносят. А вот боги армян как-то вот не принято их показывать. Знаете как? Потому что у нас это все было в глубине души, в глубине веков, и считалось, что нельзя как бы использовать имя богов и через них зарабатывать, что это наказуемо. Армяне на самом деле суеверный народ, и они очень боятся и наказания, они боятся определенных сил. Их называют гербенакан ужерь, что означает неестественные силы, если так перевести, а вообще нечеловеческие силы, потусторонние силы, которых они опасаются, и поэтому считают, что их гневить и злить не стоит. Невзирая на то, что христианство закрепилось, пустило корни, она на почве наших традиций осталась. Потому что все эти поверья, все эти традиции, обычаи, которые были тысячелетиями, а у армян по разным источникам более 5000 лет истории, а там еще доисторический период огромный. Невзирая на это, нашу генетическую память никто не смог стереть, понимаете? Все равно эти все традиции, обычаи, свадьбы и приспособили к христианским праздникам армянские праздники языческого времени, например, как Терендес, что в переводе означает «Господь вам навстречу», так перевернули, мол, день, когда там Иисус Христос пошел навстречу своим доброй ночи, ученикам. На самом деле это дни языческого солнцестояния. Вот Терендес – это похоже на славянский праздник Ивана Купалы, когда перепрыгивали через огонь, оставляя там свои грехи, как через очищающий огонь. Армяне, как таковой, огнепоклонники. Они очень любят огонь, очаг, они могут часами смотреть на огонь. Для них огонь – это, скажем так, первородное, что существует, да, на месте, скажем, современный Азербайджан, который был когда-то Атырпатена и входил в Большую Армению,
Атерпатена считалась местом поклонения бога Ваагна. И вот эти огромные огненные жертвенники, которые мы называем Атрушаной, были по всей, в общем, по всей вот протяженности дорог, и туда шли люди поклоняться богу Ваагну. Это была исконно его земля, и он считался там господином и хозяином. И князь Бакур Багратуни основал там поклонную гору. И город, который он основал, он назвал Бакуракерт. Сегодня это Баку. Вы слышали, да? Вы знаете, что это Баку. То есть вот основа основ язычества того времени, она настолько укрепилась в названиях, во всех традициях, обычаях народов мира, что ну, не вытравишь. Даже, то есть слова, названия, оставленные с тех времен, еще стародавних, архаических, сегодня до сих пор, может, немножко деформированные, но звучат, но они имеют место быть, они есть. Итак, боги армян, мифы армян, пантеон армянских богов, следы, оставленные богами армян, и прочее, прочее. К сожалению, в 301 году Григорий Просветитель приказал практически уничтожить все храмы, которые были языческого уклона. Но в любом случае остался только один храм, который был настолько красив, что рука не поднялась его разрушить. Это Гарни. Гарни – это храм Тира, бога Тира, бога знаний, бога, дарующего умения, дарующего таланты и так далее. У меня был ритуал богу Тиру, если помните, для студентов. Некоторые говорят, что Григорий Просветитель был агентом Римской империи, который пришел обращать Армению в христианство специально для того, чтобы у Римской империи был соратник, потому что Рим еще не принял христианство, но в Риме эти течения уже поднимали голову. Рим принял христианство через 28 лет после того, как Армения приняла христианство. Ереван на 30 лет старше Рима. Ереван стоит на 9 холмах, Рим стоит на 7 холмах. Как ни странно, вот у Еревана есть свой собственный паспорт, то есть дата рождения, в котором сказано: «Я, Аргишты, сын Менуа, построил этот город во славу богов своих и имени своего». Значит, вот, и вот начиная с той даты, вычисляя первые армянские письмена клинописи, вычислили примерно почти 3000 лет Еревану. Пойдемте далее. Ереван. Откуда это название Ереван? Согласно легенде, после Великого потопа, вообще Эребуни, первое имя Еревана – это Эребуни. Согласно вообще древним сказаниям, не только Библии, когда Ной спустился Ной, когда остановился на горе Арарат, его внуки вышли посмотреть, не высохла ли вода внизу, и увидели вдалеке зеленую такую поляну. И начали от радости кричать: «Еревац, Еревац!» То есть виднеется земля. И вот это место назвали Ереван. Когда он спустился с подножья гор араратских, эту местность он назвал Нахичеван, что означает первое пришествие, то есть то место, когда он первый раз ступил на землю. Многие народы Кавказа, Закавказья, Европы взяли свое начало с армянского Нагорья. Например, баски, например, те же чеченцы, которые о чеченцах вообще первыми пишет, значит, Анания Ширакаци и Мовсес Хоренаци. Моисей Харенский, он известен больше в русской истории. Первыми пишет о нации Нахчиматьяне, или первородные, или идущие впереди. Считается, что Нахчиматьяне – это воинская каста, которая, в общем, жила на территории древнего Урарту, привет, Ян, и со временем отделилась.
Дорогие друзья, есть очень такое заблуждение, которое осталось в истории, к сожалению. Итак, э, Борис Петровский и его супруга Репсимет Джампуладян, когда вели раскопки Древней Армении по ту сторону реки Аракс, оказалось, что армянская цивилизация намного древнее, чем пытаются представить. И вот с этими сведениями они пришли в Кремль для того, чтобы это издать, показать, чтобы показать эту огромную коллекцию древнеармянских мечей, там, утвари и так далее. И там возник спор, что если сейчас мы скажем, то есть изначальная страна называлась Хаяса Биайни. Хаяса – это вообще само название армян – это Хаи, поскольку мы считаем себя потомками Хайка, Гайка или Айка, Хайоса, мы называем себя Хаи. То есть, и вот Хаяса Биайни – это изначально первая страна. Очень многие ошибаются, думают, что Урарту – это самая древняя Армения. На самом деле было три, скажем так, три царства древних. Первое – Хаяса Биайни, потом Наири, только потом Араратское царство. Это древние царства, которые имеют место быть, которые в истории вообще Армении есть. И вот когда он, пересмотрев, перечитав все эти источники, потом, ведя раскопки по ту сторону реки Аракс, пришел к выводу, что все эти источники говорят о том, что здесь 5000 лет истории, если не больше, то он с этим отчетом пришел в Кремль. А в то время не было принято поднимать какую-то национальную политику, кого-то сделать старше, кого-то младше, все должны быть равны, да? И вот стал вопрос, что делать? Государство потратило деньги на эти археологические раскопки, расследования, там все было рассчитано, так просто так ничего не выдавали. Как бы не пропасть этим трудам? И он пишет, он перед смертью, Борис Петровский перед смертью написал огромное такое, называется, признание души. Эту тетрадь он передал своей жене и попросил после того, как эти времена пройдут, можно будет огласить это все, огласить, поскольку его сын в данный момент, Михаил Петровский, есть директор Эрмитажа, естественно, что эти все рукописи, они остались. Так вот, он признается там, что очень многие исторические факты приходилось подтасовывать, что очень многие как бы точности приходилось менять. Да, о том, что и было царствие Урарту в древней, ну, по истории древнего мира, мы знаем, что было несколько древних цивилизаций. Да, первый идет Междуречие, самая главная шумеро-аккадская цивилизация. Дорогие друзья, история человечества насчитывает 6000 лет. Вообще история. С того времени, как появились первые примитивные письмена. До этого времени называются доисторический период. То есть тогда были родоплеменные отношения, тогда не было таких государств мощных, как бы там сейчас не убеждали. Да, люди жили, и 30 тысяч лет назад жили, и 100 тысяч лет назад люди-то жили, да. Но это нельзя считать государствами, это нельзя считать нациями. Это были еще зачатки. Люди перемещались, эти племена, все кочевали, кто куда. Так вот, доисторический период насчитывает дальше истории человечества лет еще 6 тысяч туда. А вот еще дальше это уже называется циклопские времена, то есть времена, мифические времена, то есть то время в отрезе истории, которое можно додумывать, там, домышлять, и дописывать, и все что угодно там придумывать, или находить что-то свое добавить. То есть тут домыслы работают, потому что ты точно не можешь, уже точно источников нет. Так вот, древние времена были народности Египет, Междуречье, шумеро-аккадская, да, цивилизация, потом идет Финикия, потом идет Египет, древний Иран, Персия. Ну, я имею в виду не по тому, как кто раньше был, позже, просто перечисляю общие, сколько. Вавилон, это Халдея, Ассирия,
Урарту. Значит, кто у нас еще был? Ну, в принципе, все. Вот эти все государства, которые перечисляются в истории древнего мира, а после приходят греки, после приходят, здравствуйте, римляне, после приходят уже европейские страны, после приходят славяне. Нет, славяне, потом Европа. Я просто говорю не по очереди называю, просто так друг за другом, да. И в древней истории еще имеет место китайская цивилизация, не забудем. Китай и Индия, извиняюсь. То есть древнейшие народы, которые идут своим чередом. Здравствуйте. Так вот, Петровский, когда приходит с этим отчетом, ему запрещают называть эту страну Хаяса, потому что, может быть, для других людей это непонятно Хаяса, но Хаяса ближе к слову Хаястан, что означает Армения. Это что получается, что армяне там такие древние и так далее, то есть мы как бы пропагандируем более древнюю нацию, так не пойдет. Что-нибудь придумайте, скажите, что там какая-то цивилизация была. Петровский не хотел абсолютно другое имя дать тому, что он нашел, потому что знал, что это армянская цивилизация, это Армения, это древняя Армения. И жена рассказывает, что он всю ночь мучился, перебирал источники, как бы что назвать, и на утро ей говорит: знаешь, я придумал, будет или Араратта, или Ураратту, потому что у ассирийцев буква А очень редко используется. Например, они Армению называли Урмения, значит, озеро Армия называли Урмия, понимаете, урмены, вот. И он понял Араратту, Ураратту, это на ассирийском языке называется страна Араратта. И он сказал, разумные люди догадаются, о чем речь. И пришел с отчетом в Кремль, мол, я подумал, понял, что есть, да, что есть такая страна. Вы не думайте, что в этом мире правда принимается на ура и на радость, дорогие друзья. Правда, она пробивается сквозь кровь и боль. Правду никто не хочет слышать, и не всегда она выгодна. Понимаете, легенды порой приятнее, ласкают слух. И он пришел и сказал, я понял, как назвать эту страну Урарту. Название, ну, в общем, с ассирийского взятое. Они не поняли, поскольку они были не образованы в этой отрасли люди, и они не поняли. Они сказали, ну, прекрасно, вот древним термином и называйте. И вот отсюда началась путаница, что там не было армян, это были урарты, урарский язык. Урарский язык, дорогие друзья, который я смотрела, изучала слова урарского языка, это карабахское наречие, больше ничего. Вот от и до, там невозможно не понять. Я из 10 слов 8 понимаю. Все остальное может быть более древнее, деформированное, немножко непонятно. Остальное это тот же самый язык, это армянский язык. Не было никаких древних урартов, не было никаких урарту, понимаете, это все армянское царство, Араратское царство. Итак, как в Араратском царстве, так и, скажем, в Хаяса-Биайни, а потом еще и Древняя Армения, боги, которые покровительствовали армянскому народу, с того времени до сей поры, они есть в почете, они как бы существуют сейчас в виде мифов и легенд, но в любом случае о них сведения остались такими нетронутыми, какие были при царстве Хаяса Биайни, какие были при царстве Наири, какие были при царстве Древней Армении и прочее. Итак, я вас не раз знакомила, давайте еще раз ознакомимся с пантеоном армянских богов. Арамаст, он же бог Ариев, он же Зевс у греков, он же Вишну у индусов, то есть высшее божество. Он же Перун у славян. Ну, дальше не продолжаем. Он же зомби у африканских племен. Арамаст был отцом богов.
Он собирал вокруг себя всех своих сыновей и дочерей. Каждому из них давал задание, каждый из них был покровителем какой-либо нации. Главной покровительницей нашей нации была богиня Анаит. Вот вы ее видите рядом с ним, сидящую. Его супруга, мать богиня армян. Ее изваяния, доброй ночи, ее изваяния стояли в Древней Армении из золота, с бриллиантовыми там напылениями и так далее. Настолько ее почитали. Любовь к богине Анаит настолько была сильна, что когда армяне приняли христианство, они с огромной любовью отнеслись к Богоматери, потому что это желание матери божества, которую они почитали тысячелетиями, не пропало. И они хотели эту любовь куда-то в другое место переключить, потому что для них было невозможно существование без Вселенской Матери, потому что от нее веет теплом, любовью, заботой к своим детям. И вот они с великим удовольствием начали писать иконы, начали строить храмы. В Армении очень много церквей Святой Мариам, то есть Богоматери Мариам, которая считалась матерью Иисуса Христа и так далее. Но к ней отношение, дорогие друзья, как к божеству практически настолько сильное, что иногда за этой, знаете, за поклонением именно Богоматери как-то так неловко становится за того Бога, которого приняли, потому что очень часто говорят: идем к Святой Мариам за помощью, Богоматерь Мариам мне приснилась, там сказала то сделал, и это сделал. То есть абсолютное поклонение женскому началу божества. Далее. Значит, Арамаст, супруга Анаит, которая была покровительницей именно армянского народа. Вааган, который олицетворяется, отождествляется с Богом, значит, то Дионис, то вообще, если уж по-честному, Арес, Марс, бог войны. У кочевых племен, у кочевников Тенгри тот самый. Скажем, сейчас африканских племен Шанго, Шанго Карифур, то есть бог войны. У каждого племени он свой, у каждого народа по-своему звучит, но он есть бог войны у армян, Вааган. Его еще называют драконоборец, а на армянском языке Вишапаках. Я бы перевела на русский язык, но, к сожалению, приходится отметить, что армянский язык настолько богат, разнообразен, что многие слова на русский язык не переводятся. Он очень красивый язык, очень красиво звучит. Со стороны, может быть, он кажется странным, естественно, для уха непривычным, но слова очень, как вам сказать, богатые. Они настолько приукрашенные слова, и в армянском языке каждый термин имеет именно свое слово. Мы очень мало пользуемся инородными словами, очень мало. Например, вот мало у нас республика, демократия, там, я не знаю, факты и так далее, и так далее. Вот те слова международные, которые вошли в обиход, очень мало используются армянским народом, потому что у армян есть, на все слова есть свои, именно свои слова на этот случай, и они очень такие разнообразные. В армянском языке, например, волос может... Да, он не только две, очень много. У нас народы, которые исчезли, оставили у нас и свой язык, и свою культуру, и прочее, прочее. Значит, волос, например, может звучать несколько слов. 6-7 обозначений волос, которые все в обиходе, то есть все используются. Со временем, когда после того, как армяне находились под, скажем так, под османским, владением, то очень много тюркских терминов и слов вошло в наш язык, даже имена, даже фамилии. Почему это происходило? Потому что некоторые султаны Османской империи, то есть тот же самый Мурат III, например,
строго-настрого запретил всем народам разговаривать на своем языке. То есть не разрешалось, было просто под страхом смертной казни запрещено говорить на своем языке, называть детей своими именами национальными. И поэтому людям приходилось и разговаривать на чужом языке, людям приходилось, значит, принимать чужие имена. Естественно, во фамилиях, во всем это осталось. Был такой случай, который описывает венецианский купец, когда во времена Мурата III казнят армянина. И он рассказывает, что мать стояла и смотрела на виселицу, и ей было запрещено плакать на армянском языке. И как только сына повесили, она начала громко причитать на тюркском языке, заливая свое горе. Понимаете, вот до такой степени был под запретом абсолютно другой язык в Отtomанской империи. Но Мурат был очень жестокий правитель. Он не только к армянам был жесток, он был жесток и к своей нации. Он вообще сам по себе натура был жестокий, поэтому у него имя-то осталось в истории Мурат Кровожадный. Но об этом не будем. Так вот, я просто вам объясняю, что если вы встречаете в армянском языке тюркские слова, не удивляйтесь, они как раз вот с тех периодов и остались. Не Гагар, Гогар. Гагар у нас нет женского имени. Гогар, что вообще персидское имя Гоухар, что означает голубой бриллиант. Так, дальше пойдемте. Значит, по древнеармянскому календарю Новый год или Аманор Навасарт еще есть праздник языческий, очень известный. Кстати, Навасарт имеет очень много общих корней с персидским праздником Наурус, который на самом деле языческий праздник, но его приспособили к мусульманскому празднику. Наурус Байрам. Навасарт, Наурус практически одно и то же время праздновались, поскольку персы нам были и единоверцы в то время, да, в те времена язычества, и они имели родственные связи с нами. Наш царский двор все время привозил невест оттуда, и вообще некоторое время парфяне вообще правили Арменией, и парфянская династия правила. Но они уже давно были армяне, на самом деле, просто корни были парфянские. Поэтому у них между собой были очень дружеские отношения, не было никогда войн между Персией и Арменией. Войны между Персией и Арменией начались тогда, когда армяне приняли христианство. Персы посчитали это предательством языческих богов, и вообще они поняли, что они потеряли партнера, они потеряли сильного партнера и начали постоянные разрушающие то есть набеги на Армению. Через некоторое время, когда персы приняли ислам, то тогда тем более разобщились эти два народа, они абсолютно стали враждовать, чужды друг другу. И вот вся наша история – это постоянное выживание, постоянная война. Поскольку Армения находилась на перекрестке цивилизации, все время через нее проходили народы. Туда-сюда, набеги, постоянные убийства. Последние 6 веков до Советского Союза, последние 6 веков Армения потеряла самостоятельность. 6 веков. Представляете, мы 6 веков не имели собственной страны. Наша страна потеряла самостоятельность на целых 600 лет. Через 600 лет огромными усилиями, скажем так, ценой крови наших соотечественников и так далее, мы смогли отстоять свою свободу, свое право, и Восточная Армения все-таки подписала договор и получила свою государственность. Это очень великая вещь. Почему? Потому что в мире есть очень много народов, у которых нет своей земли, нет своей государственности. Свое государство – это очень важный аспект для каждого народа. Пойдемте дальше. Вторая по значимости богиня, говорила Анаит. Она богиня-мать плодородия, любви, но семейной любви, не страсти. Значит,
ее считают то дочерью, то женой Арамазда. Но чаще всего все-таки она выступает как жена Арамазда. В персидской мифологии, в персидском пантеоне она известна как Анахита. И она действительно очень почитаемая богиня. Ее еще, знаете, сравнивают с Инанной. Инанна, которую вы называли царица небес, Инанна, Иштар, Астарта, та же самая богиня. И если помните, вавилонская вот стена, вавилонские врата, Иштар, имени Иштар, которые хранятся в Ираке, в музее, вот, греки ее сравнивали то с Артемидой, то с Афродитой. Древнегрузинская вообще ее ипостась – это Дали, та, которая как матерь, как покровитель. Вот. Египетская еще Ниита, богиня Ниита, которая соединилась потом с Изидой. Она есть великая госпожа. Ее лицо, точнее, часть из ее статуи золотой хранится в музее в Лондоне, в Лондонском музее. Разграбили и увезли эту статую римляне, которые проникли на территорию Армении во времена правления Тиграна Великого. Так вот, статуя Анаит из золота была именно его рук дело. Но не он сам это сотворил, но по его приказу там как бы было возведено это все. Значит, далее. Ее любимые места поклонения богини Анаит. Это Арташат, Аштишат, Армавир. Если вы заметили, да, в армянских названиях везде ар, а, вот очень много используется буква а. Армяне древнего времени считали вот именно слово а, ар, ну вообще ара, что означает ариец, то есть благородный. Пускай это не звучит как не тот термин, который должен звучать. Ариец означает благородный или высшестепенная, высшая раса, разумная раса, как хотите. Вот боги Арии вообще Персию называли арийской, то есть страной ариев, царь ариев. Мы так читали по истории. Царя Ариев, который напал на Армению. Я очень долго не могла понять, почему его называют царь Ариев, если он персианин. Потом, когда я начала изучать, естественно, повзрослела, я поняла, почему его называли Арием. Потому что он был арийский царь, потому что персы точно так же арии. Так, главный храм Анахтакан-Гавар называли, то есть местность поклонения богини Анаит, то есть ее страна, ее часть ее земли. Сейчас это называется Екигетсяс, Гавар, и там очень много церквей попытались, видимо, христианством заглушить вот, память. Но хочу вам сказать, что в честь нее праздник Вартавар. Некоторые говорят, что это честь богини любви Астрик. Нет, в честь богини Анаит, потому что ее любимые цветы розы. Розовые, как возрождение, вот так переводится. И в это время, я не помню сейчас, с какого числа, люди поливают друг друга водой, как бы очищая водные стихии. И тогда сопротивляться вообще бесполезно, и милицию подавать, и все прочее, это не имеет вообще никакого значения. Это традиция, тайн традиции, и любой человек, который устраивает из этого скандал, считается невежественным и с дурным воспитанием. Далее. Арамаст, кстати, я забыла сказать, что именно у персиан его называют Ахура Мазда, Ормаст.
Он есть тот самый Ахура Мазда и Ормазд, который у армян перевоплотился в культ Арамазда. Или наоборот, но в любом случае это тот же самый культ. Греки его, естественно, отождествляют с Зевсом. Далее. Святилище бога Арамазда – это город Ани. Ани, который сейчас находится в Турции. В полуразрушенном состоянии. Они уже современный Камах. Это район Камах. Он находится, к сожалению, в Турции. Следующий сын Арамазда, Ареф или Арек, солнце. Солнце, которое на золотом льве утром встает и совершает путешествие свое до вечера. Остается отдыхать, потом в следующее утро золотой лев поднимает его и, значит, переносит обратно назад. И вот это в течение дня. Никто из вас не задумался, насколько это подходит под знаки зодиака. Ведь у львов покровитель солнца. Дорогие друзья, знаки зодиака, которые вы удивляетесь, мне иногда, знаете, вот когда люди читают какие-то древние вещи, говорят, боже мой, оказывается, вот такое было. Представляете, вот это, эти знания у нас были с детства, мы знали, что у нас есть знаки зодиака. Понимаете, когда ты растешь среди народа такого древнего, для тебя такие знания обычная вещь. То есть ты впитываешь это как обычные знания. Потом, через некоторое время, понимаешь, что не у всех народов есть эти знания, и не все люди знают, что, оказывается, это все имело место быть. Это для тебя обычная вещь, потому что ты росла среди всего этого. Так вот, знаки. Знаки зодиака у армян были из древних времен. Они изображены и на старых скалах, и на храмах, они есть и в летописях, они есть и в древних рукописях. Знаки зодиака. Мало того, знаки зодиака, у них у всех, у каждого из них есть миф, то есть мифология, посвященная знакам зодиака, каждому из них. Один из них был правителем того-то, который поднялся на небеса, другой. Все знаки зодиака армяне изначально, вот со школьной скамьи знают, что у армян когда-то были знаки зодиака. И вот эти знаки зодиака они потом стали известны миру и начали широко использоваться. Но у нас они были всегда. Пойдемте далее. Астрик или Астлик. Астер, что означает звезда, звездочка в переводе. Астрология, астрономия, я думаю, вам знакомые слова, правда? Да. А все имена армянские переводятся, все. Ее называют Дицуи, что означает священная дева, госпожа. То есть, божество, богиня. Она богиня любви, красоты и возлюбленная бога Ваагна, бога войны. Теперь смотрите, у греков Афродита возлюбленная бога Ареса, у римлян Венера возлюбленная бога Марса, у африканцев Эшун, тоже богиня любви и красоты, возлюбленная бога Шанго, бога войны. То есть, понимаете, у каждой, как я вам говорила, что боги едины. И у каждого народа, вот что странно, да, народы, которые, может, и не знали друг друга, и не общались особо, нечего было передавать им друг другу, но невзирая на это, у них точно так же богиня любви, жена бога войны и так далее. И вот верховное божество такая-то, характеристика совпадает со всеми верховными богинями всех народов. То есть, понимаете, это говорит об общности, это говорит о том, что все-таки у народов была единая какая-то история, единое происхождение, где-то что-то было единое, и отсюда, вот от этого источника отталкивались все, ушли в разные места, как лучи солнца, но при этом сохранили свою первозданность, и названия, и мифы, и все, что есть. Дальше пойдемте. Она была покровительницей беременных женщин, она была покровительницей
девушек. Она говорили, что просили у нее счастливого замужества, и она давала это замужество. Но она всегда приходила во сне девушкам и говорила, что она несчастлива. И когда ее спрашивали, как же ты можешь быть несчастлива, ведь ты такая красивая, и твой возлюбленный есть бог войны, самый храбрый среди богов, она говорила, он сам по себе не храбрый, он получает эту храбрость и силу от меня, и больше ни от кого. И каждый раз, когда я с ним встречаюсь и расстаюсь, он от своей злости начинает войну. И эту храбрость он забирает только у меня. У него самого этой храбрости нет. И когда женщины спрашивали, неужели ты несчастлива, самая красивая богиня среди всех богинь, она отвечала, женщина не получает от мужчины счастья. Мужчина возвращает лишь какую-то часть того счастья, которое дарит ему женщина. Поэтому я несчастлива. Представляете, вот мифы, легенды сохранили даже вот это. Есть такая легенда, это касается области Муш. Муш, который тоже сейчас находится в Турции, а вообще Мышуш, что означает туман. Согласно легенде, каждый раз, когда богиня Астрик купалась в реке Гыргур, значит, мужчины, молодые мужчины, парни тайком пытались смотреть, следить за ее красотой, и бог Арамас, зная об этом, напускал туман. Так вот, когда был туман, все знали, что в этот день купается богиня любви и красоты. Река Гыргур, которая в переводе означает раздраженная или кричащая, река Гыргур в какие-то дни своего существования в течение года, да, молчала. Она протекала молча. И люди, которые просыпались и не слышали звук реки Гыргур, боялись рыбачить, боялись подходить к реке, боялись спускать бревна по реке. Обычно там в основном занимались лесным промыслом и пускали бревна по реке, потом внизу собирали. Так вот, когда Гыргур была молчаливой, все говорили, сегодня в реке Гыргур будет купаться богиня красоты. И они очень боялись спустить туда вот эти бревна по реке, а вдруг они заденут богиню, тогда гнев отца богов обрушится на их семьи. И они этого не делали. Вот в эти дни, когда Гыргур молчала, в Армении девушки в спешном порядке готовились купаться. Обычно эти были летние дни, как правило. Они собирались купаться в реке Гыргур. Считалось, что в эти дни, если купаться в этой реке, то богиня Астрик передаст какую-то часть своей красоты этим девушкам. Ну, а значит и счастье. Вот постепенно это превратилось в такую красивую традицию. Да, как у меня брат говорит, не голова, а дом советов. Это постепенно превратилось в красивую традицию. А потом эта традиция называлась у армян ахчиктес, что в переводе означает смотрины, смотрина невест. То есть вот уже пользуясь ситуацией, девушки шли, купались, естественно, они не раздевались полностью, но в любом случае их тела можно было рассмотреть. И вот в это время молодые мужчины смотрели тайком и выбирали себе красивых жен. Вообще ахчиктес, он очень интересная традиция у армян. Приходили сватать старшие женщины дома, бабушки, значит, тетушки, там, кумушки, еще кто-нибудь. И самое главное, смотрели, не хромая ли она, ходит ли она, как она передвигается, как она разговаривает. Просили улыбнуться лишний раз, чтобы посмотреть, все ли зубы на месте. Потом нечаянно касались ее волос, как будто ласкали ей волосы и чуть-чуть отдергивали, чтобы понять, а вдруг
на голове не ее волосы, может быть, там тогда еще не было париков, но мало ли, может, ставные какие-то волосы, да, неестественные. Эм, А потом следующий момент. Договаривались с ее матерью, и они вместе шли в баню. В бане можно было рассмотреть полностью тело. Естественно, они не смотрели все подряд, но рассматривали издалека, нет ли у нее каких-то ран, нет ли у нее каких-то там уродств и так далее. И только тогда выбирали жену своему сыну. Дорогие друзья, может быть, кто-нибудь скажет, ну, дикость какая-то, как можно это все делать? А я считаю, что это правильно. Это не ужас, это правильно, это очень правильная вещь, потому что если ты изначально не хочешь эту женщину взять, ты не берешь ее в жены, потом нет никаких претензий, согласны? А сейчас молодые люди сразу же женятся между собой, потом начинают предъявлять претензии. Вот я не знал, что тебе делали операцию, ты бесплодная, я не знал то, я не знал это и так далее. Да, они ищут здоровую жену. Ну, тогда так было принято, в конце концов. Вот так рассматривали. Это было и на Руси много раз. Вы думаете, только у армян это было? Это было и на Руси. На Руси вообще могли рассмотреть до мельчайших подробностей, чтобы знать, особенно если брали в жены, например, для царя или вельмож. То есть изначально никаких претензий, никто никого не касался, никто ни с кем не был. Это были женщины, которые шли в баню купаться. Никто не знал, что они там собираются рассмотреть эту невесту. Просто в непринужденной обстановке пили кофе, разговаривали, заодно видели, чего стоит эта женщина. Ну, какого ума она, разумная ли, умная ли и так далее. Может быть, она очень красивая, но, может быть, она отсталая, да, умом. Не брали, потому что время обратно никто уже не забирал. А те родители, у которых дети были с изъянами, они по-другому их выдавали замуж. Например, да, сейчас тоже так. Здравствуйте. Они сейчас по-другому, то есть они по-другому выдавали замуж своих дочерей, те родители, которые понимали изъяны своих дочерей, они готовили просто очень богатые приданые. И в то время была женщина-сваха, которая сводила их. Она ходила, то есть отсюда туда доносила, оттуда сюда доносила, какие изъяны есть, какие плюсы, минусы. Таких людей тоже брали замуж, но более особые условия. То есть они выходили замуж, имея большое приданое. То есть человек знал, что он берет женщину с изъяном, но с большим приданым. Вот его это так устраивало, понимаете? Сейчас, да, если сейчас будут все это щупать, смотреть, весь силикон к чертовой матери там вылезет, и я даже не представляю, что у них за ужас будет. Баршам, следующее божество, или Баршамин, сын неба. Он был, как вам сказать, как бы богом противоречия. То есть он был темной силой, Баршам. Он был противником и богов, и полубогов, и героев, и тех, которые следовали за дорогой богов. Но самое интересное, что Баршамин или Баршам был сыном Арамазда. То есть это говорит о том, что темная сторона хаоса и светлая сторона хаоса – это одно и то же. То есть, понимаете, имеется в виду, что невзирая на то, что он был богом сопротивления, да, в любом случае он был частью пантеона богов, его принимали, его почитали, его сила тоже почиталась, он тоже считался богом, Баршам. Он олицетворяется с богом, сейчас скажу вам, все, вот улетело, с темной стороной богов, божеств, то есть с черными богами. Ну, не зло, но, скажем так, любовь. Ну, любовь тоже была. Почему? И любовь была, и расчет был. Сейчас тоже расчет есть. Кто сказал, что прям только тогда был расчет? И сейчас есть расчет. И немало. Вот в Месопотамии, например, Тигран Великий установил
храм богов и, в частности, храм Баршама, бога Баршамина. Почему он это делал, не могу сказать, но он считал, что надо умилостивить, да, как Локи практически, что нужно умилостивить и темное божество для того, чтобы добиваться ну, долгого правления, собственно говоря, долго и правил, до конца своих дней правил, до 90-летия. Бахт. Бахт, он был божеством не только армян, Бахт – божество древних персов, Бахт – божество древних, значит, месопотамцев, Бахт – божество индусов. И Бахт, если вы слышали, цыгане тоже говорят Бахт, Бахтале, что означает «счастливый» или «счастье вам». И Бахт перешел и к тюркоговорящим народностям. То есть они тоже говорят Бахт, Хошбахт, что означает доброй судьбы вам. Они тоже желают Бахт. Бахт – это армянское божество. Именно армянское происхождение у божества Бахт. Просто мало кто знает. У меня есть ролик, помните, Бари Бахт? Это очень сильный ритуал, я хочу вам сказать. Вот испробовано не раз и отлично работает. Так вот, дух счастья, везения, удача, Бахт. Считалось, что Бахт, она путешествует по миру, что она не подчинена никаким богам, она сама по себе. И поэтому, если ты понравишься богу Бахт, то он одарит тебя, невзирая на то, боги любят тебя, не любят тебя, хотят наказать или нет. То есть это был независимый, да, независимый эксперт, независимый суд. Если ты нравился богу Бахт, не имеет никакого значения, злой ты, хороший ты, боги принимают тебя, не принимают, кем ты в этой жизни являешься. Спасибо. Бахт тебя одаривал, то есть удача. Вот в этом и говорится. И, кстати, Бахт всегда изображали с закрытыми глазами или слепым. И говорили, что вот были особые праздники, когда люди выносили, оставляли вино, ему оставляли пшено, значит, завязывали красную ленту у дверей и призывали Бахт. Двери должны были быть приоткрыты, они открывались. И вот, например, по рассказам моей бабушки, вот этот призыв Бахта, которые делались в те времена, его, то есть ее, извиняюсь, ее сестра, вот именно так и вышла замуж. Не-не-не, подождите, не ее сестра, двоюродная сестра, ну сестра, да, не родная. Она была девушкой немножко такой хромоножкой, не очень, ну, с изъянами. И ей было 30 лет почти. В то время 30 лет это уже старая дева, это уже все, это как конец жизни. И так получилось, что во время этого праздника, когда они так это призвали, легли спать, и они ночью услышали, что, оказывается, один человек со своим сыном, проезжая через наше село, вот у него там колесо сломалось, выскочило, и он искал кузнеца, и он искал ночлег. И они их приутили, там, в общем, у них там любовь-морковь с этим парнем случилось. Оказалось, что этот парень тоже с каким-то изъяном, и он тоже жениться давно не может. В общем, через неделю ее забрали домой. Вот Бахт способна вот одарить. Она и женщина, и мужчина, у нее нет пола, в общем, если честно. Вот способен он одарить человека хорошей судьбой, неважно, какой ты. Хороший, плохой, еще раз говорю, там, богатый, бедный и так далее. Если ты понравишься этому божеству, ты всегда будешь удачлив. Пойдемте далее. Млечный путь. Знаете, я вам сейчас расскажу историю. Да, приди, добрая судьба, так переводится. Так ее и зовут. Значит, Баршама считали еще родоначальником ассирийцев. Считалось, что он как бы покровитель ассирийцев и родоначальник. Вааган, бог Вааган, зимой крадет у него солому, мешок соломы.
Но оказалось, что Баршам ночью продырявил все мешки соломы для того, чтобы поймать вора, кто это сделал. И когда он уходил, с этого мешка сыпалась эта солома и оставляла вот эту дорогу по всему, значит, по всему небосводу. И на утро Баршам понял, кто украл у него солому, и пришел к нему с войной. В общем, он проиграл и затаил злобу. Дело не в этом. Млечный путь у нас называется... Вообще, эта ночь Млечного пути называется Ардагори Гишель, что в переводе означает ночь соломенного вора, соломокрада. То есть, и вот в ночь соломокрада можно было отдать Богу Варшаму все свои, скажем так, неудачи, недуги. Когда был ночь Млечного пути, люди зажигали огонь, значит, крутили над головой и призывали его, говоря: раз ты идешь поймать вора, заодно забери и мою беду или мое бедствие. Считала, что Варшам, невзирая на его черное сердце, все-таки проявлял милость к людям и забирал их болезни. И вот люди в древние времена просто ждали того дня, когда будет ночь Млечного пути, чтобы отдать Варшаму свои бедствия. Вот, так что учтите. Можете, если помните, я вам... Что? Вот, я знала, что вы спросите. Нет, Варшам это другой. Варшам это темная сторона хаоса. Варшам это был див. Это была сила, то есть это демон был. Варшам был ночной стражник. И у него было очень много... Тебя так зовут? Очень приятно. А у меня есть ритуал Варшам. Варшам был ночной стражник, черный див называли его, но он был стражник людей. И у него было очень много тысяч, сотен тысяч, значит, скажем, детей. Да, у него было много тысяч детей, которых он отправлял в дома тех людей, которые просили помощи. И вот я когда подарила людям этот ритуал, ночной стражник, это для тех людей, которые, например, находятся в каких-то горячих точках или живут не очень спокойно, да, там и так далее, и так далее. Вот перед тем, как уснуть, нужно было вызвать эту силу, и тогда эта сила приходила и помогала во все времена. Пойдемте далее. Да, Соломократ, точно, вот забыла про это рассказать, вот и рассказала. Дорогие друзья, Немрут, гора Немрут, поклонная гора армянских богов. Значит, сейчас, секунду. Фух. Это армянский Олимп, царь Аристакес Ервандуни основал это место, то есть он поставил эти все. Вот говорят, царь Аристакес, а какой Аристакес? Ервандит. Так вот, Немрут или Немрут-Бел – это та гора, где погиб вавилонский царь или бог вавилонян Немрут. Значит, как было дело? Во время правления вавилонян был захвачен в плен один из этнархов народов Кавказа и увезен вместе с женой, с детьми в Вавилон. Через некоторое время, когда его сыновья подросли, и они стали добывать для Вавилона одну победу за другим, покоряя племена рядом находящиеся, через некоторое время Белон или Бел, который на самом деле есть еще и божество Вавилона, приказал им дать ему присягу на вечную верность. Они ему отказали, и со всей семьей, всем своим имуществом ушли на север, в сторону горы Арарат.
Бел собрал войско и, то есть, настиг их возле горы Арарат. Нет, настиг их там, но местность, где сражение было, это была гора Немрут, потом названа Немрут Белым. Так вот, что случилось во время сражения? Во время сражения, увидев, что войско его уже практически проигрывает, Бел бросает свое копье в Хаюса, в этнарха армян. И брат его, Кавказ, могучий Кавказ, встает грудью и принимает этот удар на себя и заслоняет старшего брата. Кавказ или Кавкасион, дорогие друзья, это этнарх чеченцев, чтобы вы знали. И вот в честь него и назван Кавказ. Вообще край Кавказ назван в честь именно того самого исполина Кавказа или Кавкасиона. Мало кто об этом знает, но вообще народ Нохчи или нахчиматьяне называют на Кавказе кавкасионами еще. Вот древние их названия кавкасионы. То есть Кавказ основали 8 братьев. Хайос, Картлос, этнарх грузин. Кавкасион идет, этнарх чеченцев, ингушей. Там, ну и так далее, много. В общем, из всех этих братьев образовались народы гор, которые изначальные народы, аборигены Кавказа, скажем так. Увидев падение, увидев смерть своего брата, Гайк или Гайк, он разозлился, значит, потянул свой лук, тетиву и пустил на Бела. Бел был сражен, войско убежало, и с того времени начинается история армянского народа, вообще как армянской нации. И вот это место, где был убит Немрут Бел, эту гору назвали горой Немрут. Немрут или Бел. И говорят, что боги армян обрадовались победе армян и сказали, что отныне в честь этой победы они поселятся на этой горе и будут охранять армянскую нацию от всяких других посягательств. Пойдемте далее. У армян есть бог гостеприимства. Единственный, скажем так, единственный народ, наверное, у которых есть специальный бог гостеприимства – Ванатур. Вот если вы заметили, да, Ереван, Севан, Нахичеван, Ван и так далее. Слово «ван» означает приют или пристанище. Вот Ванатур означает дающий пристанище. Тур – дай, ван – пристанище. Дай пристанище. Понимаете? Вот название, где вы встретите Ван, это все армянские названия. Если вы встретите Нахичеван, Нахотеван и так далее, это тоже армянские названия, потому что слово Нах означает первоначальные, изначальные. Пойдемте далее. Значит, Ванатур есть бог гостеприимства. И если человек принимал своего гостя как положено, то считалось, что в его дом придет большое счастье, большая удача. То есть Ванатур награждал человека за гостеприимство. Отсюда и название «гость от Бога». Ну, уже в христианский период не говорили «гость от Бога Ванатура», но вообще считалось, что это не просто гость, что это сам Бог Ванатур в обличии человека приходит проверять, насколько ты человек, насколько ты добродетельный, насколько ты достоин счастья и прочее, что Бог Ванатур в обличии человека, даже в обличии твоего там близкого друга или родителя может ночью прийти к тебе в гости. Поэтому нужно было к гостю относиться терпеливо. А вдруг это Бог Ванатур пришел сам, понимаете? А ты тут скажешь, пошел вон отсюда 2 часа ночи, что ты приперся со своей бутылкой. Так что учтите, дорогие друзья, что гости – это сам Бог Ванатур пожаловал. И даже если морда гостя не очень приятна, все-таки придется с ним посидеть. Это же все-таки посланник самого Ванатура. Пойдемте дальше.
Так, что там? Спасибо большое. Мне очень приятно. Гисане. Гисане. Изначально бог Гисане был богом, то есть отождествлялся именно с богом, как бы мужское начало. Потом сначала его называли Гисано, потом она стала Гисане, женщина. Гисане, она есть женщина-врачеватель. Ее отождествляют у греков, например, с Гигеей. Та, которая учила женщин правилам личной гигиены, та, которая знала все тайны рождения детей, ухода за детьми и так далее. Значит, богиня, животворящей природы. Некоторые ее сравнивали с Дионисом, то есть она есть женское воплощение Диониса. Но на самом деле это потом греки как-то отождествляли, да, со своими богами. На самом деле она была именно хранитель семейного очага. Богиня, которая учила правилам деторождения и прочее, ухода за собой, там, лечение женских болезней и прочее. Да, посланники, точно. Поэтому их и посылают туда, к посланникам. Горох. Бог. Дорогие друзья, как у армян есть два слова «грох». Либо они говорят «горох и цоц», что означает «иди в объятия гроха». Либо слово «грох», что означает «писатель». Вот ты не понимаешь, какой из них, какой момент произносится. Армянский писатель американского, то есть американский писатель армянского происхождения Вильям Саруян говорит, что моя полуглухая бабушка как-то меня спросила, мол, какая у тебя профессия? И я сказал на армянском языке: бабушка, горох, горох, то есть писатель. А она сказала, мол, то, что ты горох, я и так знаю. Но какая у тебя профессия, ты мне скажи. То есть в армянском языке слово горох означает, ну, как вам сказать, как исчадие ада, как проклятие, как какое-то наваждение, что это на мою голову свалилось, какая-то непонятная проблема и так далее. А второе слово «горох» означает «писатель». Так вот, откуда это название «горох» и «горох»? Сейчас объясню. Дело в том, что в армянском пантеоне богов армян был бог Горох, который писал о том, у кого когда дата смерти. То есть Бог, который писал о смерти. Он не писал о нашей судьбе, что у кого будет, кто за кого выйдет, сколько детей. Он только писал дату смерти. Так вот, он был Бог, который писал дату смерти. И поэтому, поскольку он был сам дух смерти, приносящий смерть, поэтому и называли, вот человека могут назвать горох, как смерть моя, там, проклятие мое, ты, какое-то там, знаете, наказание мое на мою голову, или горох, писатель. Так что и так можно, знаете, очень легко можно послать человека и сказать, ну я же сказала всего лишь, что ты писатель, талантливый человек, я же ничего такого не сказала по тебе. Хотя я могу сказать горох. Вот и так могу сказать. Так вот, горох был главным врагом бога Бахт, потому что Бахт давал удачу, а горох давал неудачи, боль, слезы, которые человека вели к смерти. Понимаете? То есть Грох — это был тот самый бог, который писал о дате смерти и доводил человека до этой смерти. Пойдемте дальше. Деметр. Деметр и Гисане, дорогие друзья, считались братом и сестрой или двумя братьями в разном месте, я говорю, то мужское начало, то женское начало и приписывалось. Боги, которые прибыли из Индии, они считались индусами, которых армянские боги приютили, пожалели и оставили у себя. И более того, каждому из них дали задание, каждому из них дали определенные задания, чем бы им
заниматься. Деметр или Деметрос учил людей земледелию. Гисане учила женщин, как правильно себя... То есть они пытались как бы в благодарность этому народу, который их приутил, и богам этого народа, принести пользу этому народу. Дальше. Там очень много тонкостей, просто я не хочу сейчас вот это все, как вам сказать, столько углублять. Основные божества назовем, да. Дорогие друзья, кроме основных божеств, в армянской мифологии очень много духов природы, девы, качки. Вообще слово кач означает как бы яростный, ярый, яростный, там, безрассудный, понимаете, кач. Значит, это тоже идет из древнего пантеона богов качки, что означало духи природы, ярые духи природы, которые вызывают ярость. Значит, сейчас скажу вам, джирахарс, русалки, которые обитали во всех этих водоемах и реках, духи земли, духи воздуха, пери, что были очень красивые духи и женском обличии, те же самые пери из восточной мифологии. Потом, через некоторое время, после принятия определенными народами, соседями армян, принятия ислама, вот женщины, черные духи, отождествлялись почему-то с мусульманками, что они ходили в чедре. Вот во многих мифах, рассказах говорят, что вот приходили они, именно тюрчанки их называли, тюрчанками. И если человек ночью видел женщину там в чедре, очень красивую, такую статную женщину, значит, он понимал, что пришел к нему какой-то темный дух. Я думаю, что, скорее всего, это влияние Востока, и это влияние ислама, потому что армяне жили среди мусульман всегда, испокон веков. И они взяли некоторые, знаете, как бы мифы, легенды, и вот это все на нашей почве назрело. И я подозреваю, что все-таки это касаемо джиннов. Джиннов и флинов, ведь среди джиннов были и женщины, да, женский пол есть. Вообще про джиннов очень интересно, у меня есть лекция, можете открыть, посмотреть. Все о джиннах. У меня есть и видеоролик, у меня есть и прямой эфир, прямая трансляция. Я летом вела эти прямые трансляции на природе, с вами общались. Вот так там я очень много рассказываю. Так вот эти духи пришли уже в армянскую мифологию, вообще в армянское, вот мифологию не очень хочу называть, в поверье древних этих, древние архаические поверья, они пришли из культуры ислама. Джинны, которые были в чедре, в паранже, в красивых, значит, одеяниях, и они были божественно красивы. Но они были опасны. Гулы, джинны, то есть вот, хотя, знаете, ночью их даже называть нельзя, между прочим. Всегда, когда я про них снимаю, что-то у меня случается. То лампочка лопнет, то еще что-нибудь случится в обязательном порядке. Между прочим, хочу сказать, что пророк Мухаммед учил мусульман, что надо дома обязательно держать какую-нибудь свечу, что-нибудь должно гореть, что это каким-то образом все-таки помогает и спасает дом от нашествия вот подобных сущностей. Проверено, это правда. Действительно, если есть дома огонь, я не скажу, что их нету, но они более смиренные почему-то. Либо огонь их успокаивает, либо что-то я вот не могу понять. Но, собственно, вот так вот и происходит. Пойдемте далее. Значит, Михар, бог солнца, Махер, Магер. Дорогие друзья, в данный момент в Турции есть огромная скала, называется скала Михара. И там есть в скале вот такой прям дверь. Либо это природные двери, либо кто-то когда-нибудь в древние времена это, значит, сотворил. Но это называется двери Михара, двери бога, значит, Митры, солнца, главного солнца.
По рассказу, по легенде армянскому, Мегер, что был сыном Давида, э, армянского князя, нечаянно, не узнав своего отца, через много лет, нечаянно убил его. И тот его проклял, мол, чтобы тебя черные силы забрали, заточили среди скал. И пока зерно не станет, значит, размером с орех, и пока на земле не исчезнет зло, чтобы ты оттуда не выходил. И вот, согласно легенде, Михарь заточен в этой скале, и эта дверь, которая находится над скалой, есть его выход. И что он поклялся, что пока на земле не останется ни одного злого человека, он не выйдет. А некоторые легенды говорят, что он выходит по ночам, одаривает добрых людей вещими снами, а злых наказывает. В общем, вот так его считают. Михря отождествляют скажем, с Прометеем. Тот, который пострадал во имя правды. Если помните, была такая знаменитая султанша, дочь Сулеймана, Михримах. Так вот, Маха– это луна, я вас учила, говорила, да? Михр– это солнце. Михримаха означает встреча солнца и луны. И вот это имя Михримаха, которое на самом деле персидского происхождения, очень была модна в те века. Так что Михр, если вы встретите в каких-то именах, это означает солнце, Маха означает луна. Пойдемте далее. Нане, богиня войны, материнства и мудрости. Дочь Арамазда. Она была всегда молода, всегда сильна, но Нане не выходила замуж, ей не было интересны никакие женские занятия, и Нане отождествляют с Афиной Палладой. Некоторые говорят, что она больше подходит под Артемиду. Дорогие друзья, есть магия имени. Я хочу вам сказать, что женщины с именем Нане, как правило, вообще она переводится, это имя, как мать, Нана. И многие кавказские народности это слово произносят как мать, Нана, Нане. У грузин есть, например, у грузин северных там областей вот эта мать называют Нана. Сейчас, может быть, это слово уже меньше используется, но оно есть, имело место быть. Так вот, хочу вам сказать, что все женщины, которых назвали словом «нана» или «нане», это жуткие карьеристки. Их не интересует ни страсть, ни любовь, ни встречи с мужчинами. То ли это влияние самой богини, потому что она ненавидела браки, она ненавидела любовные утехи, она ненавидела все, она была девственницей всегда и так далее. То ли это что-то еще, но хочу вам сказать, что... Спасибо. Что все-таки вот кого я знаю, если вы хотите, чтобы ваша дочь была жуткой карьеристкой, стала там министром финансов, я не знаю что, я вам говорю серьезно, Нана, Нане, всех, кого я знаю среди армян с именем Нане и среди грузин с именем Нана, это просто железные лети. Есть в армянском телевидении ведущая Нане, есть доктор с именем Нане, есть в Тбилиси была такая мощная женщина Нана. Еще у нас есть актриса известная Нана Бригвадзе, кто-нибудь знает, да? Это все железные, сильные женщины. И со временем зародилась такая мысль, легенда, что богиня Нане покровительствует таким женщинам. Некоторые люди начали своих дочерей так называть, для того, чтобы она была сильной, выносливой, карьеристкой. Но есть в этом и минус. Мужчин их не интересует. Ну, просто неинтересно. Они могут просто выйти замуж ради детей, ради продолжения рода. Но чтобы сказать, что они с ума сходят, нет. Обычно Нане очень спокойно смотрят на измены мужа, потому что они очень холодны к нему. И им абсолютно плевать. Лишь бы им хорошо жить. Им все равно. Куда он пошел, с кем пошел, вообще плевать. Вот, вот так вот. Пойдемте далее. Так.
Сандарамет. От слова, вообще слово сандух или сандухт, что означает лестница, спуск, спуск вниз. Так вот, Сандарамет – это бог царства мертвых. Его сравнивают с Аидом, его сравнивают с богом подземного царства африканских племен. Значит, в общем, это есть бог подземного царства Тартара. Тот самый, который принимает у себя мертвых. Дальше. Торг. Вы знаете, бог Тур или Тор, может быть, очень подходит. И с кельтского пантеона Торг был богом плодородия, растительности и обитал в окрестностях озера Ван. Значит, и его второе имя было Ангех, бесстрашный. Что вот, например, очень смахивает на имя Ангах. Сейчас скажу. Сокол. В мифологии армян Турк-Ангех есть бог силы, плодородия, растительности. Его некоторые отождествляют с Велесом, некоторые с богом грома Тором. Ну, разные есть у него ипостаси, но в любом случае, значит, он остался как один из внуков Гая, Хайоса или бог Торг-Ангех. Считался, что когда-то, значит, враги ограбили селение армян и на своих кораблях пытались уйти по озеру Ван. И тогда Торг-Ангех, который не успел, который не успел за ними, не успел их поймать и наказать, оторвал огромную скалу и кинул в озеро. И вот эта скала в озере Ван до сих пор находится. Ну, по легенде было так. А как эта скала туда попала, точно говорить мы не можем. Тыр, бог письменности, мудрости. Он есть писец бога Арамазда, то есть прорицатель судьбы. И считается, что люди, которые очень умны, люди, которые очень начитаны, очень много знают, у них есть еще и дар прорицания. То есть это, наверное, намекает на то, что слишком много начитанный, знающий человек, ну, может и предугадать, да, исходя из своего опыта, знаний и так далее, много чего, что другие, ну, воспримут как прорицание, как пророчество и так далее. Далее. Хочу вам сказать, что Гарни, храм Тира, посвященный, дорогие друзья, когда реконструировали храм Гарни под вот этими плитками, да, плитами, которые на полу, значит, открывали, находят там эти надписи внизу, тайные надписи на этих кирпичах. Знаете, что было написано рабочими? Угадайте, что написали рабочие 3000 лет назад об этом деле. То есть, что они оставили память потомкам, те люди, которые работали и строили этот храм. Что они могли написать, как вы думаете? Да, работали на халяву. Они написали, работали ни за что и ни про что. То есть, ну, это означает, работали без оплаты. Понимаете? Обманули людей. Они пришли, построили, а им сказали, до свидания. То есть, ну, Бог воздаст, вы же Богу строили, что просить-то? Ужасно, позорно, но правда. Очень много на территории армян римских бань, которые... А почему не видно? Наверное, Дарья, нужно на колокольчик нажать, я так думаю.
Господи, что там теперь? Убивают друг друга. Потанцевали наверху, теперь бьют, что ли, я не пойму. И последние, которые камни. Ну вот, посмотрите, как похудеть. Тайна армянских цариц. И можете найти. Вот. Вообще-то от означает змея. Не знаю, вы по ошибке это написали, или вы меня змеей обозвали? Я так и не поняла. Но то, что я змея, я и так знаю. Даже можете не говорить. Это тут даже не обсуждается. Причем я черная кобра и самая ядовитая. И последнее, что я хочу из верховных богинь, богиня воды, богиня морей, Цовинар. Цовинар, вообще корень Цов, море, богиня моря. Да, на Востоке самый лучший, самый красивый комплимент женщины – это змея. Представляете, там вот говорят женщине: вы такая прекрасная, как змея, или ты для меня просто змея, а лучше анаконда. Значит, каким была богиня моря? Она была огненным существом. Но при всем этом она могла заставить идти дождь, град. Так вот, когда не было долго воды, ну, можно и подколодное, можно и гремучее, как хотите. Кому как нравится. Я не против. Лучше быть змеей, чем бараном. Так вот, когда не было долго воды, женщины выходили, начинали плескать воздух, то есть вверх воду, и кричали: Цовинар, дай нам дождь. Ну, там это сопровождалось определенными ритуалами. Кстати, богини Цовинар, у меня есть очень красивый ритуал. Я как-нибудь выложу. Вот, забыла. Мы же там, ого, сколько. Я все не успею, конечно, но в любом случае. Еще чуть-чуть у нас сядет батарея. Пока успею, сейчас пару слов еще скажем. Ой, что тут еще вспомнить? Ну, задавайте вопросы, ежели они у вас есть. Может быть. Остались еще вопросы? Не видно. Вот этот чат пропадает вечно. Давайте духи обсудим еще. Духи, мифические существа. Хазарам Булбул. Что означает в переводе павлин? Птица или жар птица? Хазарам Булбул – это та, у которой тысячи разных цветов перьев. То есть хазар – это тысячи. Вы знаете, говорят, что хазарский каганат, хазары вообще названы армянами, хазарами. Когда они увидели тысячи и тысячи людей, идущих войной, они сказали хазар, хазар, то есть тысячи и тысячи их. И отсюда вот это название хазары. Хотя хазары, вот почему удивляюсь, потому что хазары это в основном, это еврейский был каганат, это еврейское было княжество, но осталось в истории как хазары, хазары. Ладно, пройдемте. Так вот, хазарам балбуль означает армянский язык. Я, знаете, ну как вам сказать, самый сложный язык вообще в мире выучить после китайского – это русский. Вы будете смеяться, но это так. Потому что здесь есть мужской род, женский род, средний род. Значит, у нас, например, нет мужской, женский. Одна дура представляла: вот у армян там, а он пришла, она ушел. Нет такого, она ушла, пришел. У нас есть этот человек, на. На означает человек. Вот этот человек пришел и ушел. То есть у нас нет такой путаницы, чтобы мы, знаете, как у меня тетка говорила, Гриша пришла, один раз зашла, смотрю, она по телефону разговаривает, и
друг ее мужа, в общем, ну, спрашивает, где Гриша, чего, и меня тетка там на весь район. Гриша пришла, когда Гриша увидела, она думает так, если в конце имени, значит пришла. Гриша, Саша, Вася, это пришла. Так что с этой женщиной не спорьте. Гриша пришла, и все, тут точка. Живет нормально и чувствует себя нормально всю жизнь, у нее Гриша пришла. И все хорошо. Так что очень сложный язык, я хочу вам сказать. Вот. Вот. Да. Нормально она живет, и ничего страшного. И как-то там спрашивала, говорит, как это по-русскому будет нехорошее слово женщине, которые говорят, ну, чтобы любовнице мужа позвонить, сказать. Я говорю, шалава. Вот она позвонит, шалава, пришел, ушел и так далее. Когда Гриша пришла, я тебе сказала. Веселая история. Да. Пойдемте дальше. Птица, чудная птица, райская птица, которая исполняет желания, которая прилетает к влюбленным и переносит их души к друг другу. И некоторые, которые хотели присниться любимому, призывали Газарам Балбул. То есть призывали душу птицы, призывали дух этой птицы для того, чтобы ночью он увидел ее во сне. И так далее. Следующий. Аждаак. Человек вишап или человек полудракон, то есть мощный, сильный. У нас сейчас тоже есть это название Аждага. Мы говорим огромный человек, большой человек. Аждаак на самом деле был царем Парфии. Когда армянский царь Ервант его одолел, поскольку он был мужем ее сестры Заруи, так вот, он взял его жену первую, он взял все его семейство, привез в Армению и поселил, дал им отдельную область. И вот они были все, их называли вишапазуны, то есть дети дракона, Аждаака. И он был огромных, значит, размеров, он был большой человек, и говорили, что, мол, мать его родила от какого-то дракона, настолько он был мощный, сильный, невероятный. Отсюда вот это слово Аждак. Потом он вошел в мифологию как огромный человек, полудракон, мифическое существо. Аждага, да. Вот, тоже означает большой, мощный. Армянские горы, мифические существа, они считались всегда живыми, они считались свидетелями армянских бедствий. Считалось, что даже земля, которая отдана или захвачена у армян, когда-нибудь вернется, потому что горы имеют память, и они любят армян, ждут и мстят за их боль. Ну вот, есть такое дело. Доброй ночи всем, Татьяна. Только я не знаю, что вы здесь потеряли. Как-то я читал ваши не очень лицеприятные слова в адрес меня, а сегодня вы у нас здесь. Приятно вас видеть. Но вы знаете, что я все знаю, помню, и от моего зоркого взгляда никто еще не прятался. И не говорите, что это кто-то вместо вас написал случайно во сне. Хайоц Лернель называется, армянские горы, Нагорье. Нагорье армянское тянется от Персидского хребта и до Турции, Ирана, Ирака. Вот это все называется армянское Нагорье. А вообще Нагорье пар или танец. Считается, что когда армяне победили Немрут-Бела, когда был создан Кавказ, когда народы утвердились, тогда женили они дочь Гаюса, Гайкануш, с сыном Кавказа, не помню сейчас, Нохч, по-моему, или Нохк, и сыграли огромную свадьбу. И эти великаны, значит, танцевали, веселились, радовались, и в этот момент окаменели все. И вот если издалека посмотреть, вообще в ночной темноте, действительно, это Нагорье напоминает танец. Оно так и называется, пар. Значит, айсы – это девы. Хайс еще называют.
Они страшные девы. Девы, дивы, значит, темные духи, которые вызывают суицидные мысли, вызывают опасности, безумие, страхи, фобии. Это жители подземных царств. И всегда дома было, значит, стоял огонь специально для того, чтобы священный огонь богов запугивал хайсов. Здравствуйте, Лаура. Ну, я надеюсь, когда вот в записи люди посмотрят, они очень многое узнают. Алы или алк, альяк – это злые духи, которые вредят роженицам, новорожденным, нападают на беременных женщин, похищают младенцев. Так вот, нас в детстве пугали, говорили, что вот бабушка моя говорила, что если будете плохо себя вести, отдам вам алкам. И мы сразу успокаивались. Мы знали, что алки – это очень страшные, жуткие, злые духи, которые забирают детей и пьют их кровь. Вот такая у меня была добрая, хорошая бабушка. Амбару или Амбару. Это бог, ну, практически, можно сказать, домовой, хранитель семейного очага, амбаров, хлевов, который требует подношения и так далее. То есть очень похоже на домового, то есть тот, который оберегает семейный очаг, но требует к себе уважения, подношений. Если ты ему делаешь это подношение, то твои лошади и кони, и куры, и свиньи, и коровы все живы и здоровы, и ты богач в селе. Если не делаешь, то они друг за другом помирают, а для крестьянина это было очень страшно. Значит, Ареваманук, что в переводе означает «солнечный юноша». Его некоторые отождествляют с Купидоном. А Реваманук – это охотник, которого наказало солнце. И он прячется от людей, но он насылает на них то любовь, то страсть, то еще что-нибудь. И если Ареваманука там, не дай бог, встретить, значит, через некоторое время ты влюбишься, и любовь у тебя будет, к сожалению, безответный, ты будешь страдать. Аралезы – это крылатые собаки. Их, может быть, видели вы в мифических изображениях. Крылатые собаки, собаки с крыльями, которые спускались с небес, чтобы воскресить павших в сражении, то есть героев. Зализывали им раны. Так вот, когда царица Ассирии, решив забрать в мужья Ара Прекрасного, презрев смерть, пришла на Армению, завоевала Армению, где он погиб в сражениях, она вызывала аралезов, чтобы они пришли и воскресили его, но аралезы не смогли его воскресить. Их изображали в виде армянских собак-гампоров, то есть армянских волкодавов. До сих пор есть в некоторых регионах Армении, их называют аралезы, священные собаки. Ачуч-пачуч или ачоч-мачоч. Маленькие человечки, карлики, которые проживают на краю света. И вот оттуда иногда приходят, значит, приносят всякие бедствия людям. Вот. У нас есть эти все ласкательные слова, и мы думали, что это всего лишь ласкательные такие игривые слова. Ачук-мачук, ачуч-пачуч. На самом деле это карлики, гномики. Да, да, да. Вишапы, девы, драконы. Драконы, живущие в небесах. Они приходят как посланники богов, приносят людям вести. Одно время, когда вишапов начали, значит, притеснять, они озлобились и начали требовать жертву. Иначе не отдавали людям воду пить. И люди приносили, жертвовали молодых девушек. До того момента, пока бог Вааган не пошел войной на вишапов и не назвали его драконоборцем. То есть он их успокоил. Демонические сущности. Вушкапарик. Наполовину животные, наполовину демоны, наполовину люди. То есть это некие такие
оборотни, скорее всего, демонические сущности, которые обитают в лесах и так далее. Человеку нехорошо быть одному в лесах и прочее, прочее. Голливуд оттуда и берет. Вот я хотела сказать, клювокрылы и так далее, скажем, в Гарри Поттере очень многие персонажи клювокрыл – это армянский фиатек. Это лошадь с клювом и полуптица, полулошадь. Конечно, оттуда и берет с мифологии, которая мало известна. Гишерамайр, Матерь Ночи. Ее еще называют, то есть ее отождествляют с Гекатой, Гишерамайр. Ее называют ведьмой. Она ходит со змеями в руке или с факелом. Ничего не напоминает. Вот она из Гишерамайр. Девы, дивы, деус, великаны, шерстью покрытые, в общем, жуткие, ужасные, но такие полудемонические герои, сущности. Вампиры, Даганавар. Я быстренько скажу, потому что я не успею. Вампиры, то есть это мертвецы, которые не нашли покоя, и они превратились в вампиров. Джраарс, это, уже говорила, русалки. Да, в Голливуде много армян. Жук и жаманак. Вот в армянских сказках говорят жуков, жаманаков. Жук – это не вот этот жук ползучий, который мы услышали. Жук – это время. Это был некий старик, который обладал, то есть властвовал над временем. Вот жук, жаманак – это был некий старик, некий мудрец, повелитель времени. Храбрый качк, я уже говорил. Духи бури, ветра, ярые духи. Кахарды, ведьмы. Ну, тут уже объяснять не надо. Кайк или кайк. Вот кайк, каюнутюн и так далее. Имущество. Или дающие имущество, дающие существование и так далее. Но это тоже были духи природы, но они были добрые духи, пещеры, ущелья и так далее. Мартагаль. Вот Мартагаль очень часто мы встречали в детстве, оборотень. У меня бабушка говорила Мартагель, что означает оборотень, полубог, полуволк, получеловек, который ходил по ночам, по лесам, поэтому было опасно ходить одиноким путником. Неанг или Неханг, что это полузмеи, получеловеки, то есть тоже демонические сущности. Пай или хранитель. Пай вообще означает доля, хранитель нашей доли, имущества. Домовой, тоже домовой, леший, вот это разнообразие, то есть пери, фея или фери, или пери вот этих восточных мифологиях, да, та самая прекрасная, красивая дева. Урваканы – это призраки. Призраки неупокоенных мертвецов, усопших и так далее. Хорт лакнер – это духи иноверцев, которые не нашли покоя на нашей земле, потому что не были отпеты по своим традициям, и поэтому они бродят и наказывают христиан за то, что они их не погребли по своим же традициям, поэтому их надо было избегать. Либо духи самоубийц или злодеев, которым не дают покоя, значит, на том свете, они бродят здесь. Чарки, злыдни, злые духи, чивалы или чивары, злые духи, опять же, значит, шаапеты, их назвали шах, это как наша выгода, выгодные духи, шагапеты. Пет означает руководящий, руководящие нашей выгодой духи, которые были дружественны к человеку. Швазы, их стражники ночи или сельскохозяйственных угодий помогали, значит, в этом хозяйстве. Шводы, это были стражники домов, хаска, великаны, исполины, духи демонического характера и так далее. Дорогие друзья, я заканчиваю, иначе у меня отключится, а потом не загрузится. Мне было очень интересно с вами общаться, но когда-нибудь я эту тему еще продолжу.